Всем привет, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Лето и осень – самое благодатное время для различных заготовок на зиму. И один из простых, распространенных и надежных способов сохранить урожай на долгие месяцы – это сушка. Сушить можно практически любые сезонные фрукты, ягоды, овощи, зелень, грибы и травы. Сегодня покажу, как я готовлю универсальную приправу из овощей, зелени, заготавливаю различные пряные травы и сушу чеснок. Как обычно, для этих целей я использую дегидратор, и начнем с зелени, которую разложим на пластиковые поддоны, хотя они больше предназначены для сушки пастилы, но и для мелко резанных продуктов они просто незаменимы. Зелень необходимо предварительно помыть и хорошо обсушить. Мне больше нравятся резаные овощи и зелень, которые в дальнейшем не придется измельчать, хотя можно сушить продукты в натуральном виде или крупно порезанные, а впоследствии измельчить их в блендере до нужной вам фракции, от кусочков разного размера до однородного порошка. Тем временем я порезала зеленый лук. Ссыпаем подготовленную зелень сразу на лотки и равномерно ее распределяем. Заготавливать можно абсолютно любую зелень, которую вы привыкли использовать для приготовления блюд. Кроме зеленого лука я взяла укроп, петрушку, сельдерей, тархун, мяту и базилик. А еще отлично себя ведут в сухом виде щавель, шпинат и листья хрена, которые после сушки приобретают вкус и аромат сухого ржаного хлеба. Если зелень молоденькая, то я режу ее прямо со стебельками. Мяту и базилик сушу листочками, а потом перетираю руками. Стебли от мяты и базилика я не выбрасываю, а тоже отдельно сушу, а затем использую для приготовления напитков, лимонадов, чая, кваса или овощных маринадов. Такую универсальную зелень, как укроп, петрушка и зеленый лук, можно сразу смешать и использовать эту смесь для приготовления первых и вторых блюд. А вот такие пряные травы, как сельдерей, базилик, тархун, мята, имеют специфический аромат, и поэтому их лучше хранить в отдельных баночках, а уже добавлять и комбинировать в зависимости от рецепта и своих вкусовых предпочтений. Листовой сельдерей я тоже мелко режу и сушу в нарезанном виде. А вот веточки тархуна, он же эстрагон, лучше сушить целиком, как они есть, или оборвать молодые листочки, а грубые стебли посушить отдельно и затем использовать в консервации для приготовления маринадов. Вся зелень подготовлена, разложена на поддоны, и теперь отправляем ее в камеру дегидратора. На донышко ставим пустой поддон на случай, если что-то просыпется. На каждый ярус стальной лоток, а уже на них по очереди всю зелень. Зеленый лук, укроп, петрушку, мяту, листья фиолетового базилика, сельдерей и тархун. Разная зелень сохнет по-разному, от 3 до 8 часов. А поскольку я закладываю дегидратор на ночь, то чтобы не контролировать этот процесс, устанавливаем один из автоматических режимов, который на протяжении 24 часов будет поддерживать оптимальную для сушки зелени температуру 45 градусов. А утром посмотрим, что и как высохло. Ну что ж, друзья, прошла ночь. Я отключила дегидратор и сейчас покажу вам результат. Вот так выглядит зеленый лук. Укроп. Петрушка. Вся зелень сухая, даже цвет практически не поменяла. И все потому, что сушка производилась в щадящем режиме. А вот листочки мяты. Она настолько хорошо высохла, что стоит ее взять в руки, и она без проблем рассыпается под пальцами. Но добавлять в эту приправу я ее не буду, а сложу в отдельную баночку, поскольку ее можно использовать также для напитков и десертов. То же самое и листочки базилика. Они отлично высохли и прекрасно измельчаются прямо в руках. Добавляем его в общую смесь. А вот сельдерей сухой и очень ароматный. И, наконец-то, тархун. Он тоже идеально высох, но, как и мяту, я уберу его в отдельную баночку, поскольку он подходит далеко не ко всем блюдам, зато отлично подходит для консервации.
Сушеную зелень перемешиваем и при желании еще немного перетираем пальцами. Пока перекладываем ее в миску, а потом уберем на хранение в герметичную посуду. Также отдельно сыпаем тархун, и листики мяты. Сушка предохраняет продукты от порчи и в то же время концентрирует в растении ценные ароматические масла, что обеспечивает сохранение вкуса для будущего блюда. Ароматная приправа на зиму из сушеной летней зелени готова. А сейчас займемся приготовлением универсальной овощной приправы, так называемого овощного бульона. Для нее можно использовать любые корнеплоды и овощи, которые вам нравятся. У меня сегодня стеблевой сельдерей, сладкий болгарский перец разных цветов, морковь и кабачки. Кроме этого, я посушу чеснок, но смешивать его со всеми овощами не буду. Это отдельная приправа. Овощи, как и зелень, можно порезать крупными кусками, высушить, а затем измельчить их в блендере. Но тогда лучше воспользоваться прочными стальными сетками. Если овощи мелко порезаны, их можно рассыпать на пластиковые сетки, которые выкладываются поверх стальных. Если помните, мы готовили на них вяленые помидоры и сливы, но мне больше всего нравятся поддоны с бортиками. С них ничего не просыпается, и на них можно сразу положить побольше продуктов. Сухие овощи я не стану дополнительно измельчать, поэтому сразу нарезаю их так, как они будут выглядеть в готовом блюде. Морковь натираем прямо на лоток и хорошо распределяем, хотя при желании вы можете ее порезать ножом. Вот так выглядит сушеная морковь, которая у меня осталась с прошлого года. Если помните, мы добавляли ее, когда готовили тушенку в автоклаве. Нарезаем сладкий перец разных цветов и тоже складываем на поддоны для сушки. Как правило, перец очень сочный и сохнет долго, поэтому его лучше нарезать помельче. Кто-то может возразить, что зачем сушить, если все круглый год продается в магазине. Может, вы и правы, но, как показала жизнь, может наступить такой момент, что и в магазин не выйдешь. Да и цена зимой совсем другая. Такая смесь очень выручает, когда дома не оказалось того или иного продукта. А так у вас в любой момент под рукой отличная заготовка. Хоть для первых блюд, хоть для вторых, что называется, на все случаи жизни. А уж для тех, кто вырастил все это на своем участке, наравне с консервацией и заморозкой, сушка – один из лучших способов сохранить урожай. Вот у меня остатки сладкого перца, которым я пользуюсь круглый год – красный и зеленый. Теперь нарезаем кабачки мелкими кубиками, которые после сушки станут даже слаще, чем свежие. Для такой овощной смеси можно использовать любые овощи и корнеплоды, комбинировать их в зависимости от ваших вкусовых предпочтений и потребностей. Сушить можно лук, чеснок, лук-порей, кабачки, баклажаны, которые по вкусу становятся как грибы, сладкий острый перец, морковь, свеклу, тыкву, томаты, любые белые коренья, зеленый горошек и, конечно же, грибы. Чем богаче будет ассортимент продуктов, тем насыщеннее и ароматнее получатся готовые бульоны, супы, борщи, рагу, жаркое и так далее. В зеленую приправу я нарезала листовой сельдерей, а в овощную отлично подходит стеблевой или корневой, а еще пастернак и корень петрушки. Количество продуктов, а также их ассортимент выбирайте полностью на свое усмотрение. Кому что нравится. Еще одной из самых любимых приправ в моей семье стал сушеный чеснок. Раньше я его покупала, а когда попробовала сделать сама, то ощутила огромную разницу и теперь готовлю самостоятельно. Очищенный чеснок нарезаем тонкими пластинками и раскладываем на поддоны. А если разрезаем на половинки, то выкладываем срезом вверх и сушим до хрустящего состояния, а затем измельчаем в блендере или кофемолке. А как легко почистить чеснок, вы уже не раз видели в моих видео. Для тех, кто этого не знает, ссылочку на такое видео оставлю в описании. Все подготовленные лотки с овощами сразу отправляем в дегидратор. Морковь,
сладкий перец, кабачки, сельдерей и чеснок. Задаем температуру 70 градусов, хотя можно и меньше. И поскольку разные овощи сушатся по-разному, устанавливаем максимальное время 24 часа. Ну что ж, друзья, прошла ночь. Овощи сушились от 8 до 15 часов. И я хочу показать вам, как в результате они выглядят. Морковь, красный и желтый перец, зеленый перец, кабачки, стеблевой сельдерей, и чеснок. Все овощи, кроме чеснока, ссыпаем в одну посуду. А вот чеснок я измельчу отдельно. Конечно, вы можете каждый вид овощей хранить в отдельной баночке и использовать по необходимости. Все на ваше усмотрение. Из такой смеси получается великолепный овощной бульон и не только. Она просто палочка-выручалочка, особенно когда необходимо что-нибудь быстро приготовить. Сушеный чеснок измельчаем в блендере или кофемолке до нужной вам фракции. Я обычно измельчаю в порошок и использую для заправки блюд, соусов, подлив, а также для приготовления блюд из мяса, птицы и овощей. Раскладываем все приправы в герметичную тару, не утрамбовывая, и храним в сухом месте вдали от воздействия солнечных лучей, которые могут лишить их цвета и вкуса. Вот такие сухие натуральные заготовки без консервантов и ароматизаторов можно делать в течение всего лета и осени из любых сезонных трав, зелени, грибов и овощей. Я уже не говорю о фруктах и ягодах. Для тех, кому интересна эта тема, на канале есть отдельный плейлист с видеорецептами приготовления в дегидраторе. Посмотрите, может вам пригодится. Ссылку на него я оставлю в описании. А для всех желающих приобрести такого помощника себе или сделать кому-то подарок, там же в описании вы найдете промокод на скидку. Друзья, я очень надеюсь, что вы тоже воспользуетесь этим рецептом и приготовите подобную сухую смесь из ароматных овощей и пряной зелени. Приятных вам заготовок и пусть зима будет вкусной. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк. Я рада, что вы пользуетесь моими рецептами, готовите вместе со мной и оставляете свои отзывы в комментариях. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть плейлист «Заготовки и консервация», а также «Сушим и вялим». Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!